Привет! Сегодня хочу рассказать вам о возможностях визуализации ваших сейвов из ромов для социальных сетей и какого-либо видеопродакшена. Все достаточно просто, работает везде. Погнали! С 2023 года на YouTube мне стали попадаться видяшки с визуализацией LSDG и захотелось узнать, как это делать. Я нашел автора проекта NuNoise Ноа Свилем и его GitHub. У него есть возможность визуализировать ромы для Famicom, NES, Game Boy, которым нам нужен, а также Super Nintendo. GB Presenter, так называется его разработка. Открытый исходный код, все находится на GitHub. Что же она нам позволяет делать? Мы можем визуализировать VGM файлы, GBS файлы, а также LSDG ромы непосредственно из сейва. На выходе получаем 60 кадров, Full HD 1080 или даже 4К. Все у нас обрабатывается MPEG-4, можно конвертировать MKV, а также MOV. QuickTime прорез и вот это вот все, стерео ACLC. Звук на выходе схож с записью через MGBA, поэтому мы получаем хороший кирпич про саунд модем. Есть поддержка 2X LSDG, поддержка зацикливания, но сейчас мы все это посмотрим. Установка на винду достаточно простая, остальные способы описаны на GitHub. Свежая версия 14 декабря 2023 года 0.6.1, скачиваем ее. Заценить проект от автора вы можете на YouTube или на облаке, все ссылочки в описании, я думаю, стоит поддержать. Будем надеяться, что при должной поддержке автор будет развивать и дальше свой проект, сделает его более функциональным и менее глючным. Но обо всем по порядку, давайте откроем софт. Перед нами обычный экзешник, открываем его, основное окно программы и трей, который нам особо не нужен. По порядку, выбираем ROM, давайте сразу попробуем с двух LSDG. Я сделал папочку, есть у меня LSDG 9.4.0, выбираем в нем первый сейв файл. Добавляем, что это 2X LSDG, добавляем второй ROM такой же, добавляем второй save файл, выбираем трек. Теперь по настройкам. Настройки визуализации. Мы можем выбрать конфигурацию чипа, правда всегда она по стандарту одна. Дальше мы можем включить-отключить некоторые каналы, мы можем поменять им цвет, тем самым для ваших творческих задач вы можете найти какое-то интересное решение. Яркое или не яркое. Есть возможность добавить бэкграунд. Мы можем добавить статичную картинку или видеофайл. Но программа достаточно странно взаимодействует с конфигурацией вашего оборудования, вашего компа или ноута, и она не использует все его мощности. Сейчас я записываю это видео в гостях, здесь стоит 4090, и все равно на скорость рендера даже от маленького лэптопа Windows это не отличается, поэтому вставлять видео я не сильно рекомендую. Мы можем поступить следующим образом, по крайней мере мне понравилось реализовывать это именно следующим способом. Я добавляю гринскрин, который просто скачал с YouTube, а затем на посте просто убираю его. Дальше у нас есть настройка длительности, мы можем выбрать фреймы, лупсы, если save LSDG у нас прописан необходимым образом, или тайминги. Композиция длится порядка 3 минут, ну давайте оставим 300 секунд, 5 минут, пусть будет так. Видимо, out frames мы их трогать не будем, 180 стандартно, и нам вполне этого достаточно. Output size мы можем настроить вертикальное видео. Если вдруг вам это нужно, просто прописав соотношение сторон вручную. Или мы можем выбрать заготовленные пресеты 4К или Full HD. Ну давайте вернемся к Full HD. Также мы можем выбрать модели Game Boy. У нас есть Game Boy Advance, MGB, колоры и кирпич. Возьмем кирпич на выход звука. Если честно, я большой разницы не заметил. Так же, как между 4К и Full HD. Соотношение сторон разное, но детализированность или какие-либо другие настройки на самом деле одинаковые. Просто смотрите, какой у вас проект и чем вы занимаетесь. Если вы делаете задник на бэкграунд, и у вас все файлы в 4К, то это полезная функция. Иногда софтина вылетает, парочку перезагрузок, и можно добиться желаемого результата. В принципе-то это все настройки. Еще есть вкладочка Info. Мы можем посмотреть, что Game Boy Presenter использует SameBoy, FFmpeg и Slind. Вот и все. И жмякаем рендер. Выбираем куда. Берем 2X. Сохраняем и ждем. Вне зависимости от системы, вот у нас здесь 39 кадров в секунду мы обрабатываем. Данное видео на 5 минут с двух ромов LSDG, он пишет, займет 8 минут. И пока ждем, расскажу еще одну интересную фичу. Не обязательно высчитывать длительность файла, который мы экспортируем, поскольку GB Presenter поддерживает команду
хоп VFF, который останавливает нашу композицию. Если в ромах в самом последнем такте у вас прописана команда HFF, трек остановится и рендер остановится автоматически. Поэтому вы можете указывать длительность фреймов или тайминга чуть дольше и не ошибетесь. Не обязательно все это дело будет высчитывать. Та-дам! Загрузка окончена. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Output 2х. Супер, звучит, работает. Теперь давайте попробуем сделать вертикальное видео, классический Lao Tzu. Так, цвета есть, цвета меняются, output. Как долго, все окей, и нам остается только поменять соотношение сторон. 520, кирпич, рендер. Как сохраняем? У нас есть отдельная папочка, сохраняем Lao Tzu. И процесс пошел. Мы также здесь используем green screen, и после рендера я покажу, как можно это применить на практике. И пока ждем, расскажу, что это не единственная возможность визуализации, но самая простая, и которую можно найти и установить, и буквально через 5 минут получить файл для контента. Ура, рендер готов, проверяем, и теперь у нас вертикальный формат видео. Посмотрите, поковыряйтесь, не особо-то тут сложно и настроек не так много, поэтому вы обязательно справитесь. Теперь покажу, как можно это использовать на практике. Кидаем все это дело в монтажку и через классический Fusion и Delta Care готово. И теперь, убрав green screen, мы можем добавить снизу видеофайл. И сделать какую-нибудь прикольную визуализацию. А также в процессе мы можем с вами вращать, вертеть и использовать эффекты для нашей дорожки. Тем самым добиться какого-то интересного художественного результата. Данный способ позволяет нам достаточно быстро создать визуализацию для контента или вашего задника, используя просто сейвы. Автор писал, что в будущем он добавит возможность поддержку не только LSDJ SNG, но и LSDJ Project, но посмотрим, когда это будет реализовано. Если вы знаете какие-то другие способы визуализации, не только аудио волн, как, например, в OBS, если сохранить все наши треки по дорожкам в аудиоформате, а, например, что-то, как в данном случае при работе с save-файлами, пожалуйста, напишите в комментариях, чем вы пользуетесь, что вы видели и какие способы визуализации ваших треков вы обнаружили. Мне будет очень интересно, это все полезный и прекрасный контент. Чем больше мы найдем с вами возможностей для создания видеоформата, тем интереснее и насыщеннее будет наша лента в социальных сетях. Я надеюсь, что это работает именно так. Поэтому, пожалуйста, напишите, чем пользуетесь, что знаете, что придумали, и это будет супер интересно. На этом все. Надеюсь, полезно. Пишите, что думаете по этому поводу. Поддержите проект на Boosty, если вам нравятся мои видео и вы хотите увидеть еще. Пишите, слушайте только хорошую музыку. Пока-пока.